Здравствуйте! Сегодня я вам покажу 3 средства, натуральные, эффективные, рабочие, проверены временем, которые направлены на то, чтобы листва у герани и других цветов не желтела, растение хорошо развивалось, росло крепкое, здоровое, повышался иммунитет. Ну и самое главное, было направлено на то, что появилось сейчас как можно больше цветоносов, и ваша геранька активно и пышно цвела. Также такие подкормки подходят не только для герани, но и других комнатных цветов для крепкого пышного цветения. Посмотрите, как мои гераньки цветут. Сейчас в Сибири очень жаркое лето, уже месяц стоит жара. И, конечно, это очень сильно влияет на цветение и на саму листву. Например, дома растения выглядят не очень. Они вялые, уставшие, измученные от того, что постоянно 30-ка. Ну, в квартире стоит в данный момент 27, а под лампами уже 30 градусов, поэтому очень тяжело переносить такую температуру растения. И чтобы они не стрессовали, надо использовать специальные антистрессовые препараты, которые влияют именно на то, чтобы растения не желтели, легко адаптировались к капризам погоды. В данном случае вы видите вот растения на улице, они хоть какой-то холод получают, а вот дома, конечно, нет у них прохлады, даже ночью нет ветра и ничего абсолютно не заходит. Итак, начнется первая подкормка. Я наливаю 1 литр воды и добавляем это уголь из скорлупы грецких орехов с добавлением уксуса из скорлупы грецких орехов. Я вам говорила, что это уголь, который гасится уксусом из скорлупы грецких орехов. То есть вы можете приготовить сами такое удобрение, то есть спалить полено, залить уксусом, и получится немного похожее удобрение. Либо приобрести, стоит оно недорого, дешевое, очень эффективное, натуральное. Зола полезна тем, что содержит в себе большое количество фосфора, калия, магния, других микро-макроэлементов, плюс более 200 соединений. И данная подкормка именно влияет на то, что помогает цветению, чтобы листва не желтела, потому что там есть специальные вещества, которые помогают от хлороза, например, железо, магний, цинк, селен. И для усиления эффекта я добавляю янтарную кислоту. В любой форме можете добавить. Я вот взяла шипучие таблетки, так как данная форма очень хорошо растворяется в воде, очень эффективная, доступная. Можно сказать, янтарная кислота в хелатной форме, потому что очень хорошо всасывается. Когда выделяется углекислый газ, растение почему-то более эффективно всасывает эти удобрения. Итак, 1 столовая ложка биочарса на литр воды и 250 миллиграмм янтарной кислоты на литр. Все это на литр. Хорошо перемешайте и поливайте ваше растение. Данная подкормка очень эффективно, как я уже говорила, влияет на цветение, помогает от пожелтения листвы. Видите, даже котика привлек шипучие таблетки, лишь бы поиграть. Поливать можно абсолютно любые цветы, то есть не только герань. Сейчас я вам покажу еще свои фиалочки. Шикарные, красивые фиалочки. И напоминаю, что будет 3 подкормки. Поэтому оставайтесь со мной, и я вам сейчас все покажу. Итак, смотрите, вот видите особенность. Долго стоит жара. И листва на герани, верхние листики, именно верхняя листва начинает либо белеть, либо желтеть. Это говорит о том, что растение жарко. Во время жары герань вообще очень тяжело переносит жару, такую как в 30 градусов. И листва начинает желтеть, растение замедляется в росте, собственно, медленно перестает цвести, просто тратит свои силы на какое-то существование, чтобы пережить. На улице растения чувствуют себя намного лучше, потому что там ночью прохладно. Вот посмотрите, мои фиалочки.
Смотрите, как шикарно цветут. Они у меня на фитильном поливе, но я их тоже иногда подкармливаю натуральными удобрениями на фитиле. Это тоже можно делать. Можно, но осторожно. В данном случае лучше использовать такую органику, которая не бродит. А стаканчики у меня такие, что нижний поддон не снять. Тут вообще вот эти стаканчики, бывает такая проблема с фитильным поливом. Либо они вообще не держатся, либо их вообще не снимешь. По-моему, другого с этими фитильным поливом, которые люди пытаются создать для удобства нам, да, не получается у них другого. То есть либо не снять, либо они отпадают. Но в целом они очень красивые. Итак, поливать можно один раз в неделю или один раз в 2 недели. Смотрите уже по состоянию вашего растения. Янтарная кислота тут выступает в роли стимулятора роста. Тоже снимает стресс, как и биочарс, он тоже снимает стресс у растений. Его можно было добавлять просто столовой ложкой в грунт. Но мне нравится размешивать его в воде. Когда вы его размешиваете, он равномерно поступает в почву. И потом со временем вот эти маленькие угольки, они тоже остаются в почве и выделяют свои питательные вещества. То есть такая полноценная, универсальная, долгоиграющая подкормка. Итак, второе удобрение, которое я тоже рекомендую попробовать. Берем 1 литр воды, 1 столовая ложка биочарса. Напоминаю, что это уголь из скорлупы грецких орехов с добавлением уксуса из скорлупы грецких орехов. Почему именно такая связка? Дело в том, что уголь содержит в себе нерастворимые элементы, такие как в нем очень много кальция, калия, фосфора, магния, кремния даже. И все это не растворяется практически в воде. Если вот не говоря поташ калия, то вот карбонат кальция, он вообще не растворяется в воде. И для того, чтобы там все стало в хелатной форме, добавляют уксус к золе. И получается очень доступная форма больших соединений, которые хорошо усваиваются потом растений. И я добавляю стимулятор ХБ-101. Его называют по-разному. Кто-то IHB, в общем, я добавляю 5 капелек на 1 литр воды. Данный стимулятор содержит огромное количество кремния и является стимулятором роста, адаптации, снятия стресса. Если данного удобрения нет, вы можете взять либо эпин, либо циркон. Добавить 4 капельки на 1 литр воды. Тоже будет такое универсальное удобрение. То есть мы в биочарс, который содержит макро-микроэлементы, добавим какой-нибудь стимулятор, который усилит действие данного удобрения. Поливать можно абсолютно любые цветы. Вот видите, я поливаю фиалочки на фитильном поливе, их тоже можно поливать на фитиле. Можно замиокулька смело поливать, потому что он очень любит подкормки на основе угля, древесного угля. Для него это как что-то родное, почвенное, да, можно поливать герань, чтобы она адаптировалась. Хотя я понимаю, что ей все равно сложно жить в таких условиях, когда в квартире стоит нереальная просто жара. Я все-таки подумаю, кондиционер уже, наверное, не поставить раньше сентября. Их вообще даже не заказать. Пыталась, не привозят, и все, хоть вези из другого города. Ну а с ближайшего города даже в области их не завозят. То есть только вот можно привезти из ближайшего Новосибирска. Итак, следующее, последнее удобрение. Это бальзам для фиалок и других декоративно-лиственных растений от Шовкуал. Оно содержит в себе огромное количество макро-микроэлементов. Он сделан из уксуса, древесного уксуса из скорлупы грецких орехов. Помогает справиться со стрессом, помогает от хлороза, то есть пожелтения листвы, и помогает стимулировать рост боковых почек. Этим бальзамом можно опрыскивать раз в неделю или один раз в 2 недели. Многие в комментариях мне писали, что бальзам рабочий, немного имеет запах, но он быстро выветривается, тем более сейчас окна у всех открыты, он достаточно быстро выветривается. Запах дымка
кто выращивал растения на улице или есть дача, я думаю, это не проблема. Вот сегодня приехали, и там со всех сторон, 3 сторон, кто-то что-то жарил, кто-то что-то сжег, в общем, и постоянно этот запах древесный. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.